еще раз тогда. Вот в это ушко, это ушко, 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 ушко. Должно вот с этой стороны так говорить. Теперь вот это ушко, 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 ушко. Как слышно? Перепутано? Странно. Я вроде в начале стрима переставил их. Сейчас переставлю тогда. Секунду. И проверка дубль 2. Проверка еще раз на это ушко, 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 нормально. Шушка, ушко, шушка. Все верно. Лена Киреева, приветик. О, сейчас котик, кажется, в туалет пойдет. Я специально сегодня поймала котов. Фоксик сейчас спит наверху, а Генчика в туалет собирается. Ну что? Нет, не пойдешь в туалет. Кс-кс-кс-кс. Что так? Вот. Чтобы Генечка тоже сегодня немножечко была, так скажем, в эфире. Зайка, Геня, иди ко мне сюда. Генечка. Сейчас я ее возьму. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ну, я знаю, заперли. Заперли, ты недоволен? Ты недоволен, мой сладенький. Мой сладенький недоволен, потому что его заперли. Иди, мой сладенький. Все нормально. Котик жив, не переживай. Сколько спросят, настоящие ли свечи? Но мне кажется, все уже привыкли, что есть LED-свечки, и это нормально. Вот. Поэтому на самом деле, думаю, это уже не очень актуальный вопрос. Новое видео. Надеюсь, что на следующей неделе. Теперь я думаю, вы понимаете, почему я не очень люблю, когда котики вместе со мной. И радуюсь, что они где-то спят. Потому что они ходят, они пурлыкают, они точат когти. Ну, они, конечно, создают свой АСМР-эффект, но давайте честно, немного пурлыкающий такой. Линзы у меня пока так и не получилось вставить. Мои панические страхи линз все еще со мной. Так что да, шкреп-шкреп. Да она пуненькая. Ты пуненькая. Пуненькая. Давай ложись, паиньки. Давай. Тик-т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 ик. Попытка усыпить котика АСМР. Ну, не уверена на самом деле, что это прям работает, но может получится. Вообще в теории у нее скоро время сна, и она скоро должна лечь спать. Вообще в это время она должна спать. Но видимо как-то она не очень любит, когда ее запирают в комнате.
деле, давайте я перейду на голос, отставлю микрофон немного подальше, и тем самым, возможно, это будет не так сильно по ушкам. Зайчик, ложись спать. Ну да, ложись, паиньки. Так, сейчас мы сделаем... Да, говорю, переходим на полный голос и давай начинать говорить шепотом. Угу. Так. Как зовут кисочку? Беленькую Кеня, рыженькую Фокси. Так, и со свисающей тапочкой. Тапочки. Свисающие тапочки. Это всегда что-то из сложного. Так. Как сделать так, чтобы тапочки были видны? Все коты такие повернули на меня мордочку. И давай свисай. О. Ну, на большой вебке видно. На маленькой, к сожалению, нет. Я приехала обратно. Привет, Гелен, приветик. Да, полное имя Хелиана Брангильна Клавкитон Кениана Бусиничная. Все именно так. Так, идите ко мне поближе, мои хорошие. Электростал, привет. Приветик. Спасибо большое за поддержку. Спасибочки. Передумала выходить. Ну, у нее сейчас такой момент. Первый, она просто походит кругами, а потом ляжет спать. Вот, другой, она будет ходить дальше и ляжет спать. Но в любом случае... Нет, не надо этим играть. А третий вариант, она начнет все-таки играть с теми вещами, которыми играть нельзя, и я ее выпущу в свободное плавание из комнаты. В общем, да, есть несколько вариантов развития событий. Так, я опять переключаюсь на Кеня, нельзя по шторе лазить. Ты никогда по шторам не лазила. Дуреха. Знаете, в этом, конечно, что-то есть. Единственное, что она сейчас, наверное, будет пить жалюзи.
его все-таки ей нужно выпустить. Все, я поняла, почему такой громкий этот. Фокси проснулась. Они... Вот сколько лет они вместе. Сегодня, кстати, 5 октября, ровно... Не перебивай, я тебе рассказываю. Ровно 9 лет назад, где-то в 10 часов, как бы 10 часов, я принесла Кеню к себе. Ровно 9 лет назад она появилась у меня. Ну, наверное, вот в это время, там 9 лет назад, я поехала смотреть котеночка и да. Мордоворот, если ты меня еще слышишь, если ты существуешь, спасибо тебе. Благодаря этому человеку у меня, собственно, появился кот. Да. Так что да, сегодня, между прочим, такой знаменательный день, но нисколько они в 5 лет вместе, Фоксику 5, и, к сожалению, они так и не подружились. Это грустно. Я мечтала и представляла, что это будут, знаете, вот эти вот котики, которых показывают. У нас сейчас драка будет. Котики, которые показывают, что они, ну, знаете, такие мур-мур-мур вместе, там все дела. Но не в моем случае. Так что пойду дверь открою и выпущу беленькую поганочку, только вам ее еще сначала еще раз покажу. Все-таки 9 лет, как она со мной. Да, сейчас пойдешь. Ну не гни, да, я понимаю, Фоксик с тобой в одной комнате. Ну да, тю. Все, ладно, хорошо. Ладно, не хочешь быть с Фоксиком? Я понимаю, да, все, иди. Так лучше? Так ты довольный? Ну вот хорошо. Фасенька, ты зайчик. В общем, она пока там, не знаю, сейчас может еще вернется. Может, не вернется. Каждый требует личного пространства. Ну, да. Они как бы, они вот миска, и вот другая, да, миска, то есть они в целом там едят рядом, еще что-то там ходят, все такое. Но часто это все равно с таким фурчанием, именно вот со стороны больше Кенечки, вот, и как-то, к сожалению, не срослось у них. Ну, бывает. Так что... Фасенька, я сейчас тебя тоже за дверь отправлю. Надеюсь, после этого вы понимаете, что на следующем стриме котов не будет со мной. Сейчас вам Фоксика принесу, раз такая... Она мои листочки дерет. Иди сюда. Иди, моя рыжая девочка, сюда. Кто мой золотой котенок? Давай. Ой. Все, сейчас вас обоих выпущу. Дверь закрою и гуляйте по дому, где хотите. Вот. Это моя золотая девочка. Это моя золотая девочка. Мамин, это мамина ватрушка. Это мамина ватрушка. Просто не отлипает от меня. Просто не отлипает, да. Мы даже уже повадились, она уже залезает на меня и сидит, требует на мне пасточку. Да, потому что мы мамины девочки. Так, ладно, я пойду всех выпущу. Сейчас я все прочитаю, ребят. Сейчас. И... Давайте я вас выпущу. Давайте. Вот туда пойдемте. Пойдете гулять далеко.
два ротика кушают из мисочек, потому что меня повели к мискам в итоге. Вообще скажу, когда они меня вот так вот я их потискаю, вот это вот все видится, все заканчивается тем, что мы идем к еде. Вот, говорят, я не вызываю вас чувством голода, просто у своих котов я вызываю, очевидно, чувство голода. Так, ко мне еще Антон С. задонатил. Приветик, отлично, Ангель, спасибо. Всем приятных эмоций и мурашечек. Спасибо большое, Антонушка. Очень приятно. Приятного тебе чаепития с твоими вкусными чаечками. Так. Получается, я должна сделать сигну тогда для Электростал и Антон. Электростал 7. Интересно, надеюсь, я правильно читаю. Если что, не кусайтесь. Обе девочки, да, у меня кошечки девочки. Две котейки девочки. Так, маркер. Ну давайте, кому нравится этот прекрасный звук маркера? На самом деле я знаю, что у меня есть любители, те, которые правда любят звук маркера. Так что все довольно уникально. И еще 100 лайков на ютубе. Поставьте лайк, пожалуйста, мне будет очень приятненько. И через 100 лайков мы покрутим с вами лайкотрон и что-нибудь оттуда вытащим. Так что жду ваш лайк. Так, мне надо себе картоночку сделать, на которой писать, потому что если я подкладываю бумажечку, чтобы стол мне не испачкать, но на ней не очень удобно. Так, сейчас. Но, возможно, когда вы делаете потише, звук маркера может и оказаться для больших людей. Элека. Да. Ром. С. Та. Л. 7. Вот. Ой, Михайкер пришел. Привет, Михайкер. Перчаточки есть. Да, можно сделать. Тебе нравится свекольный салат? Если отварить свеклу, потереть ее на терке, добавить или майонез, или сметану, или лук, или чеснок. Да, это вкусно. Но, конечно, из-за майонеза крайне не полезно. Вот, поэтому... А с майонезом вкуснее. Со сметаной он, конечно, более нежный, но с майонезом вкуснее. Люблю майонез. Хотя стараюсь, конечно, поменьше его кушать. Так, Анна. Антон. С. И. Так, я немножко криво как-то впихнула. Ну, я впихну, но криво. Запись стрима сохранится, если все будет хорошо. Надеюсь, что да. Но последние 2 записи я смогла все-таки выложить. Я их перерендерила, соединяла, там все дела. И смогла их выложить. Так что, надеюсь, здесь тоже все будет замечательно. Так, Электростал. Сейчас я, типа, это, прихорошусь, типа, я симпатичный. Хоть немножечко симпатичный. Так. И Антонушка. Ну, я сигну, если что, нарезаю с большого кадра, так что там целиком не будет. Но я надеюсь. Вот. А
Смотрим только шорты? Нет, на Твиче горизонтальный. Твич ссылочка есть в описании под ютубчиком, под стримчиком. И нам с вами осталось 50 лайков, и будем крутить лайкотрон. Так что да. Ну, не знаю, мне мой голос, который полноценный голос, не знаю, никогда не нравился. Я отношусь к тому типу людей, которые не очень любят свой голос. Так что да. Привет, спасибо за стрим, я очень их люблю. Пожелай мне, пожалуйста, удачи. Скоро устраиваюсь на новую работу, я очень волнуюсь. Из-за работы придется переехать в другой город. Я желаю тебе удачи, желаю, чтобы у тебя все устроилась на новом месте работы, в новом городе, чтобы все получилось и было замечательно. А вот по Сигне у меня вопрос. А Сигну на аноним делать? Просто там у тебя аноним. Я тоже хочу завести котика, но лет 5 назад узнал, что у меня аллергия на шерсть. Думаю, может пересдать анализы на аллергены, и если не найдут ничего, попробовать таким. Отгори мне, пожалуйста, тут иди и расскажи, с какими сложностями приходится сталкиваться, живя с пушистиками. Ну, они прекрасны. Нет, ну сейчас серьезно, на самом деле, сейчас что-нибудь попытаюсь как-то со своей колокольни рассказать. У меня кот, ему 14 лет. Слушай, ну 14 лет это уже такой молодец. Я желаю ему еще долгих-долгих лет жизни, здоровья, крепких зубок, и чтобы все у котика было хорошо. Вот. Анонимушка, я не знаю, если ты можешь, попробуй подать знак какой-то, чтобы я поняла, что ты это ты. Вот. Если будешь делать сигнал для анонима, то получается сигнал для всего чего-то. Ну да. Ну, может быть, он сейчас еще отзовется и скажет, кто он, что он. Вот, потому что. Вот. А про аллергию, ну, тест периодически сдать может быть неплохо. Как вариант сходить к друзьям, у кого есть кот, и посмотреть, какая у тебя реакция. Но желательно с таблетками от аллергии, подготовившись, чтобы, если что, все же не было последствий, как-то можно было это как-то. Привет, смотрю твои стримы уже давно. Мне все нравится, продолжай в том же духе. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Илья. Очень приятно. Спасибо. И за поддержку большое спасибо. Так вот, по поводу аллергии, все-таки с ней нужно быть осторожней. Так вот, сходить к друзьям, у кого есть котик, сходить в какое-нибудь кошачье кафе. В общем, пообщаться с котами в среде обитания котиков. В принципе, аллергия бывает разная, как и у кошатников у меня есть, как и среди зрителей, у кого были аллергии, так и просто среди знакомых. И есть те, которые не могут вообще существовать с котиками, то есть или под постоянными какими-то таблетками, или никак. Вот. И есть те, кто иногда чихают. Иногда, то есть прям иногда. Вот. Понятно, что они, конечно, не знают, какая у них будет аллергия, там, например, лет через 20, да, и разовьется или нет. Но у кого-то это, так. Она есть, она выявлена в тесте, иногда там может почихать, но в целом как бы никак. Вот. Плюс, опять же, по котикам, есть различные породы. Не знаю, если это именно шерсть, то сфинкс, хотя, не в обиду сфинксом, но я, например, небольшой фанат все-таки лысых котиков, я люблю именно вот пушистиков, хотя они, конечно, по-своему симпатичные, но я фанат пушистиков, вот, но тоже как вариант, типа как без шерсти, может, подойдет, причем они вроде считаются очень любвеобильными и любящими прям, сильно своих хозяев. Як? Что еще? Еще коты, нужно понимать, вообще, когда ты берешь любое животное, нужно изучать его среднюю продолжительность жизни и понимать, что ты берешь ответственность на 10-20 лет,
ты отвечаешь за это маленькое существо. Это ежегодные прививки какие-то, это убрать лоточек, покормить его, сводить его к ветеринару, там, я не знаю, поухаживать за ним, зубки почистить, прочее. То есть, много-много таких маленьких мелочей, и все-таки когда человек полностью свободный и с этим всем не сталкивался, да, он может вернуться, когда хочет домой, он может собрать вещи и уехать, и ему не нужно думать о том, что там надо на кого-то котика оставить. Это разный образ жизни. Но с другой стороны, ты приходишь домой, и тебя ждет пушистый комок меха. Да, конечно, характер неизвестно какой будет, но в большинстве случаев многие котики очень добродушные, милые, ласковые. Вот, то есть оно тебя ждет, оно по тебе соскучилось, оно к тебе приходит, оно дарит тебе какую-то эту любовь. И наоборот, в некоторых ситуациях, мне кажется, даже может помочь как-то, в какой-то степени одиноким людям тем, что добавить стимул возвращаться домой. Вот, поэтому, все относительно, но все равно, скажем так, по поводу завести животное, конечно, нужно очень серьезно относиться и учитывать минусы, плюсы именно для себя, и как можно больше все равно каких-то вот роликов, не знаю, в том же интернетике, на ютубчике почитать про, если ты породистую хочешь кошку, если ты хочешь взять из приюта, то есть тоже по-разному. Вот, не знаю, я в целом большой фанат животных. Вот. Надеюсь, что я когда-то смогу побороть сейчас теперь свою фобию собак. Здравствуйте, привет, фобия собак 2 года. Вот, не знаю, возможно, мне реально нужно завести собаку, и тогда я перестану бояться собак. Знаете, когда своя собака постоянно будет тебя кусать, то, наверное, после этого уже будет не так страшно смотреть на других собак и думать, что она в тебя вцепится. Вот. Пока я кошатница, и у меня только котики. Плюс собаку я пока не уверена, что я потяну в плане ответственности и постоянного вот этого вот. Уже набрали. Вы набрали 500 лайков. Я запомнила. 500 лайков набрано. Давайте к 1000. Стремитесь к 1000. Сейчас мы с вами покрутим лайкотрон. Та-да-да-да-дам. Посмотрим, что нам оттуда выпадет. Вот, если наберем 1000 лайков, то мы покрутим лайкотрон еще раз. Как-то примерно так. Вот. Так что, передай, пожалуйста, приветик мне. Приветик. Так, я сигну никому ничего не должна. Вот с анонимом я так и не поняла, что мне сделать сигну. Я, наверное, сделаю на анонима, а если он что, то как-то он даст о себе знать. Вот, сейчас сигну анониму, и мы с вами крутим лайкотрон. Хорошо? Интересно, что выпадет. Хлобаси сразу достаю. Стрим 12 часов. Косплей на следующий стрим там, или еще что-нибудь. Что я туда напихала-то? Я могу, кстати, зачитать, что я сейчас туда напихала, но я думаю, потом еще туда напихать всего разного. Так, у нас будет аноним. Аноним. И сердечко. Это было сердечко, поэтому будет сердечко. Вот. Всем анонимным посвящается. Если что, аноним, опять же говорю, дай себе знать. А сейчас мы с вами, я на ютубе тогда сделаю наверное, вебку большую,
потому что не будет видно. Как с этими вертикальными стримами? На кофе. Спасибо. Ну, я кофе не пью, но возьму на чай. Спасибо. Куплю себе чаечек. Спасибо большое. Вот вы, кстати, кофе пьете? Потому что я как-то нет. Как-то нет. Так. Смотрите. Вот наш с вами лейкотрон. Давайте поближе. Может быть, кто забыл его? Может быть, кто забыл? О, в целом можно будет тогда сейчас и вертикально сделать. Я его просто притащила прямо сюда. На корм для котиков. Там на корм для котиков, а здесь аноним, который... Не знаю, поверь... А почему я не вижу этого здесь сообщения? Сейчас, подождите. У меня что-то как-то залагал. Донат алерт. Илья, спасибо большое. На корм для котиков. Спасибо. Спасибочки большое. У меня почему-то здесь показывался аноним, а там у меня типа шло, что это другой человек. Полосочка с донатом идет. Не знаю, поверите мне или... Но это тот аноним, который случайно забыл проверить авторизацию. Ну, конечно, пускай аноним будет. Ну ты опять не сказал, кто ты. Ну, спасибо еще раз, аноним. Но аноним остался, походу, анонимом. А я помню, у нас было, помните, очень давно, там, опять же, только старички вспомнят, были анонимусы, которые притворялись. Но мы потом знали, кто они есть. А вот кто ты? Кто ты? Вопрос хороший. И спасибо большое. Еще и на чай. Спасибо. Так. Слушайте, давайте я потише сделаю вам микрофон, хорошо? Я забыла самую главную штуку. Я не подсматривала. Минус уши, здравствуйте. Так, сейчас я поставлю. Шарик. Что-то я шарик, вот я забыла. Сначала нужно было шарик, а потом ставить на место. Да, извините. У меня давно не было лейкотронов, колесиков, вот этих всяких каких-то штук, поэтому я уже забыл, какая очередность. Шарик с вами открываем, достаем бумажку. Вы знаете, что вы достали? Вы достали самое большое количество сиган, которые там я сейчас на текущий момент положила. Вы достали 10 сиган. 10 сиган. Да ну вас нафиг. Вы сразу решили достать одно из больших количеств на какой-либо... Я не удивлюсь, в следующий раз они достанут косплей какой-нибудь. В общем, 10 сиган. Да. Халява пришла. Ну что ж, коль халява, ну давайте. Кому сигнал? Методом рандома выбираю в чате. Когда перчаточки... Даня, солнышко, ну, пока не знаю. Так, сейчас 10 бумажки отсчитываю. Михакер, когда сотку вернешь? Должна тебя что-то раз? Я вроде в долг не брала ни у кого, кроме банка. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, сейчас еще раз я перепроверю. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Все, 10 бумажек отобрано. Прошлую субботу мы даже не общались. У меня не было стримов в прошлую субботу. И в плане трубы горят. Это что значит? Так. Александр Фадеев. Александр Фадеев. Так, первая сигночка. Так. Аки. Аки. Ой, я не знаю, есть мне хакеры на Твиче или нет, но он есть точно на Ютубе. Так, Тимофей 28. Тимофей 28. Тимофей 28. Так, Данил Поки. Данил Поки. Данил Поки. Данил Поки. Данил Поки. Так. С. Диана. С. Диана. Ой, слушайте, когда их пишешь так много, мне всегда в моей голове флешбеки того, что мы делали с вами. Сколько у нас максимальное количество было бесплатных сигн? 3000 или 4000? Не помню точно. Так. Кролчача туш. Специфический ник, но окей. Глаз пал на него. Крол. Чача. Тушенка. Тушеночка. Кушоночка. Так. Теп. Некромз. 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 Сейчас я всем поперевляю, чего я это не думаю. Я сначала всем напишу просто, а потом буду появляться. Ну, если что. Так. Амагушка. Амагушка. Так. Так. Предпоследние остались. Так, Дарин. Все, мой язык сломался, простите, пожалуйста. Всегда боюсь, что я неправильно написала, но вроде правильно. Так, все, последняя бумажка. Можете уже больше не писать в чатик. Ерасыл. Ерасыл. Все, 10. 10 было. 10 было. Были. Там еще есть сигны. Но, правда, уже поменьше. Там уже количество поменьше. Там, по-моему, 5, 8, 3, что-то такое. 10 было пока самым большим, который я туда положила. Вот. Так что на тортик чай. Спасибо большое, снимайте. Ну, пока как-то не получается. Я очень надеюсь, что в этом году я смогу погасить ипотеку, выдохнуть полной грудью, и очень надеюсь, что в следующем году удастся попутешествовать, потому что очень хочется на самом деле побывать много где. Ну,
как посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет. Так, ну что, давайте крыть. Александр Мосин, привет. Я не тетя. Делаем. Стелим. Хотя, наверное, судя по приближающемуся дню рождения, наверное, я уже и правда тетя. Но психологически я не согласна. Так что да. Так, Александр Мосин. И привет. Привет, Александрушка. Александр. У меня много друзей, я веселюсь с ними, но когда прихожу домой, мне становится одиноко, и я думаю, что никому не нужен, только котик спасает твои видео. Желаю, чтобы ты не чувствовал себя одиноким, и чтобы, приходя домой, ты чувствовал как можно больше уюта, тепла. Котик, это уже хорошо, потому что, ну, вот говорю, если есть какое-то такое чувство, мне кажется, котики, они очень его закрывают, и уже, ну, ты не таким чувствуешь себя одиноким, не знаю. Дайте что-нибудь чебучат такое, что сразу по-другому начинаешь думать. Вот. Ну, а тебе желаю как можно больше тепла и счастья. Так, Александр Мосин. Все. Ты дом купил или квартиру? У меня частный дом. Я же хотела именно дом для того, чтобы быть независимой от соседей в плане съемки АСМР-видео. И да, в этом плане частный дом топ. Ну, серьезно. Так как я жила и в квартире у меня была шумоизоляция, как вы помните, и это все равно никак до конца не помогало. Вот. Потом я жила, вот снимала, да, что там был, таунхаус, еще что-то такое, ну что-то типа частного дома. Вот. И вот потом в ипотеку дом, в котором я, собственно, живу последние пару лет. И для АСМР это кайф. Да и вообще, наверное, по-своему. Но есть много минусов, вот серьезно. Мне кажется, когда ты живешь в квартире, не так много чего-то нужно постоянно чинить, следить за всем, и вот это вот все такое. Все-таки сам дом, территория, оно обязывает. Михакер, нет. Довольно близко. Так. Ну что, давайте сигны. Сигны будут в течение там ближайших пару дней выложены в Телеграм и в группу ВКонтакте. Так что, если что, потом ловите, ищите там свои сигночки. У тех, кого, кто вертикально, напоминаю, сигны вырезаются по горизонтальному стриму. Так что, если что, ники там будут видны, не переживайте. Волосы сделайте, чтобы они были более симпатичными. Секунду, мне бабушка звонит.
Кинь. Всем. Я тут. Я с Нёвой с вами. Ой, ты сразу здесь вот читать по губам. Я просто звонила спросить, как дела. Я сказала, что попозже перезвоню, потому что сейчас немного занят. Чё, я пропустила весь разговор. Ну, кстати, в рамках вообще всей московской, я бы сказала, он не очень такой какой-то прям вот терпимо. Ну как, ну в соотношении, да, цен, которые могут быть, потому что у меня там не что-то прям вау-вау-вау-вау-вау. Довольно обычненько, поэтому можно сказать, именно в рамках московских вполне себе терпимо. Так, что-то про 19 градусов. Картошка у меня была... Ребят, в прошлом году уже был, да, огород? В этом году у меня нет огорода, я в этом году ничего не сажала, ничего не делала, потому что, если честно, не до него. Я побаловалась, было весело, было прикольно, вот эти все огороды, помидорки, огурчики. Это была моя первая, так скажем, практика в жизни, потому что до этого у меня не было никаких там частных участков, еще чего-то никогда. Вот, это весело, но пока, наверное, в ближайшие годы прям сильно как-то в это мне не хочется вливаться, потому что вкусно, но времени забирает просто тьму, поэтому пока я лучше в ближайшие годы позанимаюсь немножко другим. А потом, да, станем с вами садоводами, огородниками. Какая у тебя модель мобильного телефона? Samsung S23 Ultra. Ну, вот этот основной мой. Другой, более старая модель Samsung. Очечки. Блин, у меня еще герпес до сих пор не прошел, кошмар. Ненавижу, знаете, когда герпес скакивает, и потом ты несколько недель мучаешься с ним. Завидую тем, у кого герпеса нету. Или он у вас, там, может, и есть этот вирус, но он у вас не проявляется. Казалось, что красивее, когда юбка, она внизу вообще должна быть, ну, потому что она мне ВЛК, ее надо или поясом, или еще чем-то. И я ее сюда, короче, затолкала. Здесь такие веревочки у нее идут, которыми вот эта часть, она как бы насбаривается. И я пропустила через корсет, через вот эту штуку, чтобы она держалась и, ну, как полноценная такая штука шла. Мне показалось, так будет эстетичнее. Это же еще не АСМР. Нет, сейчас не АСМР, потому что у нас ребятки вытащили за лайки 10 сиган, и, собственно, я их делаю. Санта, приветик. Влад Тизиков. Ничего хорошего. Мне кажется, ни один автор не может думать про это что-то хорошее. Ну, типа,
Чего там прикольного там? Ну, оно есть, интернет он такой. А заморачиваться, чтобы это все как-то там пытаться вычистить, еще что-то. Свои нервы дороже, да и как-то не хочется кому-то что-то калечить. На очках 2,5, но, наверное, у меня уже все -3 по ощущениям. Сигнал. Что такое сигнал? Ну вот, никнейм человека и моя фоточка с ним. Старая тема, когда-то это было прям очень-очень-очень актуально, но у меня она как-то всегда была, есть и, не знаю, типа просто автограф. Автограф на память. Все, последнее. Фух, я аж немножечко, знаете, так это вспотел, пока кривлялся с вашими сигнами. Так, у нас, между прочим, 632 лайка. Если сможем набрать 1000 лайков, то второй раз покрутим лайкотрон. Давайте немного вернемся обратно к шепоту. Шепот, 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 шепот. Доброго времени суток. Привет. Привет. Привет, аноним. Почему сегодня день анонимов? Там надо или авторизацию какую-то нажимать, или ник написать. Но аноним, привет, доброго времени суток.
Если на фото ты видишь у меня цветные глаза, то это фотошоп. А в видео у меня ни разу не было цветных глаз. Но был вот этот вот кадр, где типа я робот, и там в глазах так крутится спиралька, да, какая-то. Ну, это как бы монтаж. Вот, а так у меня же ни в одном видео как бы колясики не изменены. А если где-то изменены, то опять же монтаж. Аноним. Спасибо. Спасибо большое за поддержку. Сегодня день анонимов. Это сегодня. Реально, просто посмотрите, просто день анонимов. Анонимов, анонимусов, анонимных. Дарк, привет. Спасибо большое, аноним. Спасибо. Сильно горло устает, шепотом говорить. Ну, в какой-то мере устает. Больше всего я бы сказала, я чувствую именно усталость. Это когда я читаю шепотом. То есть одна голова всегда мой максимум. К сожалению. Стримы делать где-нибудь еще параллельно, да, на Твиче. Михакер. Советы из плохих советов. Надеюсь, что это неправда.
Не жаркую, но теплую погодку. Вообще в летнее время надо сходки устраивать. Ну, кстати, да, Кори, ты прав. Сходки это, конечно, больше по лету. Хотя я не знаю, насколько сейчас вообще люди могут сходки эти устраивать, или там нужно к какому-то событию это приурочивать. Я же 5 лет как очки не ношу. Я капли покупал, капал. Что за тут чудодейственные капли, которые зрение восстанавливают? Я только слышала там про какие-то ночные линзы, которые можно, те, кто могут линзы себе впихнуть, если как-то там вставляют, то типа с ними зрение потом восстанавливается. Но я не знаю, насколько это правда или миф. А капли для зрения, чтобы восстановить. Прикольно. Если тебе повезло, то поздравляшки. А тушенка вообще все равно. Вообще все равно. Ну, то есть, когда-то мне только, когда мне только полным именем называли, нравилось. А за столько лет я уже привыкла к любому названию. Ну, только цензурному все-таки, культурному. Так. Для вас и котик, и зайкой, и гелий, и тыковкой, и кем угодно. Спинка болит. Пусть спинка не болит. Насчет ночных линз, это правда ношу уже 3 года. И что Анфиса прям, ну, типа, насколько зрение стало лучше. Приятно чувствовать. Диего, my friend. Я ночные линзы ношу 4 года. Смотрите, сколько у нас людей в чатике, которые ночные линзы носят. Джонни, ну, я не знаю, с учетом, что я делала всяких лисичек, котиков и все в таком духе, можно ли это считать или нет. А если так честно, я не очень вникала и вдавалась в данную субкультуру, поэтому, скажем так, в этой теме я плаваю. Но в детстве все мы были с вами и котиками, и зайками. Я и по сей день надеваю ушки и играю для вас лисичку, медсестричку. Так что все относительно. Gracias. Hola. Ну, я бегала в косплее Красной Шапочки, Ядовитого Плюща и многих других на улице в разных позах. Это, наверное, похлеще будет. А в чем разница между дневными и ночными линзами? Насколько моя маленькая информация в голове говорит, ночные это те, которые типа на ночь ты одеваешь, и они помогают тебе восстанавливать зрение. Вот. Как экран повернуть, ты можешь открыть Twitch, и там горизонтальный стрим. А на ютубе мы сегодня тестируем
Ща я немножко это как-то. Не, вообще серьезно. Как вы думаете, что может влиять на то, что у меня полностью зависает компьютер? Просто вне стрима у меня такой проблемы нету. Компьютер работает постоянно, все постоянно, рендерится, монтируется. Ну, понятно, программы рендера могут вылетать, ломаться, там все в таком духе, но это их проблема, это оно вечно есть. А почему может полностью все просто встает, картинки встают и все это? Наверное, все-таки винду попробовать сначала, пойти от противного, переустановку винды, возможно, как вариант провести стрим, ну, опять же, стрим без вертикального этой штуки, если бы у всех, кто добавлял плагин в OBS с вертикальным ютубом, выключался бы компьютер, очевидно, бы им не пользовались, и было бы очень много проблем на эту тему. То есть, скорее всего, все-таки как вариант это сначала попробовать винду, наверное, переустановить. Если переустановка винды не поможет, то возможно, что-то реально хряпается. Ну, то есть, типа, какая-то часть в компьютере немножко хочет сдохнуть. Вот. То есть, ну, почему оно все просто зависает? Ну, то есть, все оно зависает, ты подходишь к компьютеру и просто выключаешь его из розетки. Потому что по-другому ты его никак не можешь вывести из зависшего режима. Я его выключаю, по новому включаю, соответственно. Стрим на Linux. Не, я люблю Windows my love. Вот. Переустановить OBS. Думаешь, чисто одна переустановка OBS поможет? Я бы грешил на видеокарту. Время О, смотри, процессоры, диспетчеры задач, там столько всего. Начиная от VPN, от браузера. Не, на самом деле сейчас, по сути, VPN, OBS, браузер. Это, ну, то, что как бы идет какая-либо нагрузка. Больше всего нагрузка, между прочим, идет от OBS, 3%. 1%, вру, 0,7 Яндекс браузер и 1% 0,7 Google Chrome, 0% VPN. Это если мы про процессор будем смотреть, что мне показывает, собственно, вот. То есть ЦП занят на 8%, память занята на 19%. Ну, типа, нагрузки на комп никакой нету. Ну, просто так, если вообще смотреть. Не знаю, может быть, конечно, правда, реально оставить, держать открытым, если вдруг он у меня там зависнет, и я так, опа-на, вдруг там где-то что-то прыгнуло в цпшечку или еще что-то. Я бы начал с переустановки программ, которые активны во время стрима, потом и винду можно. Ну, как вариант попробовать, как вариант, Константин, может быть, правда. Ну, что-то мне подсказывает, что винду надо. Что-то мне подсказывает, что винду переустанавливать и не париться. В каком месяце выйдет следующий ролик? Ну, месяцев через 10. Через 10. Угу. Вопрос звучит отвратительно. Нет, ну как? Надеюсь, что на следующей неделе. У меня родители помогают для команды сначала Магикост, я сначала погуглю, что ты там за команды пишешь, а потом буду их вводить. Я человек такой не очень доверчивый, поэтому такие вещи я люблю проверять. Вот мало ли, что там эта ваша команда может вызвать, удалить, закрыть и сделать. Какой VPN используешь, если не секрет? У меня купленный сервер. Ну, то есть, типа, во-первых, в целом VPN-ов у меня много, есть как просто купленные из разряда там Ninja, Hidename, такие вот, да, как просто купленные VPN, и есть два VPN, где чисто как, ну, выделенный сервер куплен. Один работает через WireGuard, другой работает через Амнезию. Сейчас через Амнезию сижу, и сервер, ну, на нем.
Не АБС ли это вообще чудит? Не знаю. Вот я говорю, серьезно не могу понять, потому что, ну, вот это вот происходит, да. В прошлый раз вот мы с вами, я думала, что, ну, может, там двойная запись какая-то, там, Magic или еще, да, что-то такое. Но сейчас двойной записи нету. И сегодня у нас с вами вот оно вылетело. То есть, ну, что-то, очевидно, все-таки все равно не нравится моему компьютеру, и нужно найти причину. Потому что, давайте честно, проблем со стримами в плане там VPN-ов и чтобы оно не лагало хватает, а еще что-то у меня это... Что-то подлагивает сам по себе. Сними, пожалуйста, видео с мягкой, липкой лапкой. Ты имеешь в виду такая кошачья, как типа полуслайм, полусквиш? Я помню, такая где-то была. Надо будет поискать. Нет, OpenVPN уже не использую. У меня был, сейчас не работает. Рома Силантьев, очень здорово, что у тебя работает, у меня нет. Кулер не шумит вообще. У меня компьютер выставлен за дверь. Ну, то есть вот здесь стоит мое рабочее место. А за дверью у меня сделана дырка в стене. Через нее идут шнуры сюда. А там стоит компьютер на тумбочке. Вот. Так что, ну, в теории относительно в этой комнате тихо. Она, конечно, не шумоизолированная, да, вот, но компьютер там, поэтому его не слышно. Хотя, скажу так, иногда хочется так, чтобы компьютер был рядом. Но как-то у нас уже с вами повелось, что у меня все равно компьютер стоит там, далеко, чтобы если вдруг какие-то все-таки стримы, еще что-то, то... Можно дальше пробковую подставку? Yes. Я, кстати, сделал запись экрана, где ты делаешь триггеры в перчатках. Прикольно. Когда с годами все сильнее, может ударить голову. Михайкер, ну, надеюсь, не летально. С годами будет. А только приятно и притягательно. Когда будет АСМР тихим голосом? Ну вот, АСМР тихим голосом. Это здорово, кому VPN не нужен. Но у меня без VPN ютубчик не работает. Антонушка, давай спать ложись. 4 часа. Тебе спать всего 4 часика. Высыпайся, спи крепко. Надеюсь, хорошо, сильно выспишься. И будешь себя чувствовать бодреньким и полным сил. Может, просто перегревается, по шуму было бы понятнее. Я начистила детальки. Ну, может быть, где-то... Кстати, почистить надо. Потому что, да, почистить надо. По-моему, я в прошлом году чистила. Где-то как раз вот год назад. Надо будет потом почистить. Ну, там вроде он так стоит, он вообще, ну, типа, все чистенько, все это. Там ни пыли, ничего у него толком нет. Но надо будет залезть почистить. Обновить, как говорится. Все. Попробовать как вариант чисто на одну площадку постримить. Тоже, да, как вариант. Что типа если... Ну, это как... Мне кажется, не знаю. Или тут есть вариант, что все-таки это из-за вертикального стрима, что где-то как-то криво установился плагин на OBS, и надо переустановить все это дело, чтобы оно не криво было. Вот. В общем, надо будет. Получается, каждый момент, какой-то момент стрим вылетает там. Да, просто зависает все и все. Ты сейчас отапливаешь дом или так тепло? У меня котел включается автоматически. Если за окном становится прохладно, он автоматически включается, и батарейки начинаются греть. Там стоит специальная у него
датчики, которые следят за температурой на улице, и в случае похолодания они всегда включают отопление. Михайкер, да, наверное, надо, слушай. Наверное, надо. Ну, наверное, если какие-то комментарии удаляют, то он пишет какие-то спорные или темы, или еще что-то. Поэтому, скорее всего, комментарии удаляются. А этого нет закономерности? Не знаю, смотрите, прошлый стрим у нас, ну тогда, когда я нашла, потом очень обрадовалась, подумала, что вся проблема в том, что была двойная запись, у нас там сколько, 50 минут и 40 минут, да, было, вот, то потом у нас с вами не вылетало, сколько-то там запись пробыла, а сегодня сколько стрим был? Кто-нибудь помнит? Сколько была прошлая запись? Сколько сейчас? 10? То есть где-то 2 часа, да, было? И вот 2 часа почему-то мы с вами прожили, а потом она все-таки зависла. Йохан! Привет, Йохан! Привет! Спасибо большое, Йохан. Спасибо. Спасибо. Сегодня около 2 часов, да. 2 часа вылет. Ну, давайте искать закономерность. Не знаю, мне кажется, наверное, нужно попробовать все-таки винду переустановить, не полениться, позаниматься, так сказать, день компьютером, почистить его, переустановить винду, поставить только актуальные программы и вот это вот все вот это вот. Может, правда. Это стопудово из вертикального стрима, даже гифка донат лагает. Да, она лагает и в горизонтальном, и в вертикальном почему-то. Не совсем понимаю. Может, правда, и слушайте от вертикального. Но опять же, если лагает от вертикального, значит проблема в том, что плагин в OBS криво как-то установился, что что-то оно что-то там не так коннектится, и в какой-то момент, видимо, какая-то ошибка возникает в процессе, и все. Какой рост? У меня рост 165 сантиметров. Я не очень высокая. Хотя, не знаю, по-моему, сейчас, наверное, 165 это средний рост. Рома Силантьев, ну, я больше плачу. Ты алкоголь пьешь? Нет, я не пью алкоголь и не курю. Так, ладно. Я надеюсь, что следующий стрим у нас с вами пройдет без вот этого вот всего, и все будет хорошо. Потому что, если честно, я прям вот сегодня думала, ну все, вот сегодня мы с вами просидим, и у нас будет целый стрим от начала и до конца. А в итоге оно вот так. У меня рост вообще 1,5. Ну да, слушай, я с тобой буду высокой казаться. Ну, смотрите, вариант. Есть какой вариант, как сделать. Вот посоветуйте, как мне лучше поступить. Переустановить винду и все-таки, как мы тестим, так и делать. Другой вариант, мы на следующем стриме делаем оба горизонтальных стрима, как у нас раньше было. Я удаляю нафиг этот плагин с вертикальным стримом, все это очищаю, OBS-ку переустанавливаю, вот, и мы проверяем, что у нас с вами получается. YouTube плюс Twitch, как у нас всегда было с вами на протяжении кучи лет. Максим!
Ньюскет не умеет читать до 3, поэтому будет 5. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Я жду Half-Life 3 уже который год. Можно, пожалуйста, для Волча Сигну заказать? Я его фэн. И улыбнись, пожалуйста. Волча, ты еще тут? Тут Сигну для тебя заказали. Какая милота. Сейчас. Спасибо. Я... Смайл. Как это, когда так делается, так странно выглядит. Спасибо. Сколько, не секрет, сколько стоила вся коробка с трэм, видно на Патреоне? 3 или 4 бутылки, а эти, по-моему, 15. Ну, то есть где-то 20-21. Чернюв, где-то так. Так, где Волча? Макс тебе Сигну заказал. Вот Артемия узнала, что плагин читается через И, а не через А. Плагун. Если что, вы никогда не смотрите, как я говорю, или еще что-то, потому что у меня довольно много ошибок в произношении и большого количества слов. Так что как-то так. Так, сейчас, где тут наш Вульф? Вольф. Волч, у тебя длинный ник. Ты у меня будешь частями написан, я уже забыла. Давно я тебе Сигну, слушай, не делала, Волч. А у кого-то день рождения? С днем рождения! Я что-то прослушала, да? У кого-то день рождения. С днем рождения! Тик. Да, у Карена завтра О! С днем рождения! Здрачан! С днем рождения! Ну, смотрите, опять кусочек кожите. Спасибо большое, Макс. Спасибо. В общем, да, наверное, мы следующий с вами стрим попробуем переустановить OBS, убрать вертикальный стрим, убрать вертикальный стрим и убрать этот плагин. Посмотрим, будет ли у нас вылет. Будет, конечно, грустно, если у нас будет опять с вами вылет, но ничего. Сожмем с вами зубы. Вот. И посмотрим. Китти Герл. Да, я слышала. Интересно, это все правда или это просто, слухи? Или правда? В принципе, наверное, может быть и правда, может быть и нет. Мне кажется, в мире
селебрити, назовем это так, да, и всех каких-либо звезд, там у них в целом довольно часто бывает много не очень хороших. Фотон! Фотон! Точно! Sorry. Почему мне никто не напомнил, что я фотону забыла сделать? Фотон, спасибо за терпение. Sorry. Фотон. Станет некомфортно, если подписчик на улицу подойдет? Да нет. Ну, я на улице выгляжу крайне обычно, мне кажется, меня довольно сложно узнать. Давайте честно, я не обладаю какой-то супер там отличающейся внешностью, а без макияжа в самой обычной одежде там... То есть, ну, вряд ли меня как-то можно узнать в толпе людей в метро в Москве. Ну, то есть... Я бы в метро узнала тебя из сотен. Да, не думаю. Слушай, в московском метро, когда там такая толпа народа, даже не в час пик, не думаю, что там можно кого-то узнать. Если, конечно, ну, не яркая выделяющаяся внешность, и все в таком духе. Вот. Так что... Ну, нет, понятно, шансы всегда есть, но... Мне кажется, в моем случае все-таки это довольно мало. Такое-то. Поит. Ладно, надеюсь, что скоро да пройдет все эти ранки на губе и уже не будет болеть. А ты там бываешь в метро? Ну да. Ну, как бы это самый лучший способ передвижения по Москве. Я один раз в Брезнаил, так что рабочий стол не запускался. Ну, у меня таких проблем не было с переустановкой ни разу, но я учту. А целовала холодную железку на улице? Нет, ну у меня же только начинается похолодание, там, я не знаю, немножечко иммунитет подупадет или еще что-то, то у меня сразу скакивает герпес. И так с детства. Терпеть его не могу. А почему, когда идешь гулять, не одеваешься ярко? Не знаю, как-то привычнее просто одеться. Я ж как-то не красоваться иду обычно, или по делам, или еще что-то просто. Ну, иногда-то, может, я и поярче одеваюсь, если там какой-то парк на фото и прочее. Но редко. Обычно я с собой беру вещи и уже там как-то переодеваюсь. Думала делать распаковки. У меня был канал, где у нас были с вами распаковки. Потом я перестала его делать. Ну, влоги я никогда не делала. Вот. А СМР распаковки, ну, были книжные распаковки когда-то. Dragon Force, я учту, спасибо.
Надо же периодически рисоваться на Патриках. И я скажу ужасное, но я ни разу не была на Патриках. Я только о них слышала, я сама даже туда как-то... У меня не было маршрутов, которые туда бы вели. Добрый вечер, добрый вечер. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Спасибо. Да, мои котики не замечательные. А когда во время стрима зависает комбо, звук остается? Нет. Нет, звуков никаких нет, но все просто... Просто вот картинка остается, вот какая-то была, она просто вот так вот замирает, все абсолютно замирает. А на клавиатуру, на какие-либо нажатия, там, не знаю, на еще что-то, он ничего не реагирует. Логи не делала. Не, ну 2 видоса это не считается. И это такие полу-АСМРные какие-то влоги. В моем понимании все-таки влог это, ну, полный влог. Вот. Почему у тебя голос как у маленькой девочки? Мне 13. И чё? Я не похожа на маленькую девочку, да? Я не знаю. Как ты пришла к сотрудничеству с художником, который тебе арт и баннер нарисовал? А кто-нибудь помнит, как мы с вами нашли нашу девочку, которая рисовала нам? Честно сказать, я не помню. Или кто-то посоветовал, или в чатике как-то было, а потом я просто постепенно начала у нее покупать рисунки для своих запросов, которые у меня были на тот момент. Вот. Спасибо за твои СМР, мне бессонница, мне помогает уснуть. Хорошего тебе стрима. Спасибо. Спасибо большое, Станислав. Спасибо. А если тебе нарисовать, как сделать, чтобы ты увидела? Прислать в Телеграм, в комментарии, в ВКонтакте, сообщение. Тематический ролик на Хэллоуин, да, надеюсь. Ну, в планах есть. Но получится ли нет, я пока не знаю. Надеюсь, что все получится. Можем с вами, знаете, еще как попробовать сделать? Не знаю, насколько это получится сейчас, но можно попробовать. Я не уверена, что они хорошо сочетаются вместе, но можно попробовать их посочетать вместе.
Но тут нужно их выставить хорошенько. Или просто взять третью и ушко, 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 ушко. Ушко, 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 Диего! А сколько у тебя микрофонов? Много. Ну, если честно, я не считала, сколько у меня их точно. Ну, достаточно. Эврилин, спасибо за сигну. Могу я также получить сигну для Пинки? У нас сегодня день заказа сигн для других, да? Да, конечно. Сейчас сделаю. Пинкушка, тебе сигнушка от Фотона. Сиг. Сейчас сделаем сигнушку для Пинкушки. Шоколадку. Спасибо. Провинциал. Провинциал. Спасибо большое. Карс, приветик. Приветик, Карс. У меня день рождения завтра. Брэйли Буффало, поздравляю с наступающим. С наступающим тебя. Как тебе идея для ролика? Ты попала в домик ведьмы. Ну, хорошо. Эта ведьма вас точно скушает и приготовит. Ну, в принципе, у меня было как раз таки в планах ведьмы, которая с вами что-то сделает. Но посмотрим, получится она у меня или не получится, ту, которую я задумала. Так, пинк, манне, манд, Я, кстати, лайкусик поставил. Спасибки. Спасибки, котик. Спасибки. Будет ли еще книжные распаковки? У меня есть несколько видео по книжным распаковкам, которых я не выложила. Ну, они уже, правда, конечно, отсталые на год. Вот, возможно, когда-то меня дойдут ручки, я с ними доработаю и выложу их. Именно по новым я, честно сказать, давненько не заказывала новые книжки и пока не уверена, что буду. Вот, я там только заказала, по-моему, летом заказывала тематический бокс по Эсмеральде. Вот. А так, как-то, не знаю, немножко приелись, если честно. Нифига не вижу. Это было ужасно или нормально? Я ничего не увижу. Ничего не увидел. Ничего не увидел. Следующая поездка на метро. Спасибо. Кину на 3. Спасибо, Кимихакер. Я хочу кось-кось. 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 Кось тебя за ушко. Кось-кось. Кось-кось, кось-кось, кось-кось. Кось. Кось. Косики за ушко. Косики по
вопрос-ответы, потому что они не актуальны. Чуть звуковую карту не степнула. Вот вы полежали на коленочках, как коточки с Алиэкспресса. Привет, Данил. А можно звук зубиков? Зубики? Зубики есть нескольких вариантов. Зубики. Зубики. Вообще, скажу так, в таппинге по зубам есть свой какой-то интересный звук. Ну, вот уникальный по-своему. То есть, что по ногтям, что по зубам. Светоч, привет! Не знаю, не уверена, если честно. Очки для зрения. Когда будет следующий вопрос-ответ? Не знаю. Пока не уверена, что хочу снимать. Потом, конечно, в будущем как-то он будет. А пока как-то не очень хочется отвечать на большой ряд вопросов, которые могут люди задать. Как по всему происходящему как бы в мире. Вы еще планируете заявить или спонтанно выбираете тему? Нет, ну бывают, конечно, дни, когда ты планируешь, что ты будешь, готовишься к нему, все делаешь, снимать вот это, а потом такой, не хочу вот это, буду снимать такое. Такое бывает, но чаще всего все равно же ты, есть какой-то каркас, план, продуманность, что будет, что будет. Что-то сильнее продумано, что-то меньше продумано. Вот. Костя, ты что делаешь? Отправил свою писанину в ТГ под постом про стрим. Прочитай, пожалуйста. Ребят, нам там какой-то пост написали. Какой-то пост. Ну, во-первых, прежде чем прочитать, не знаю, что там, но спасибо большое за большой донат. Спасибо. Мне очень-очень-очень-очень приятно. Спасибо большое. Ну, что ты там такого написал, что ты говоришь, что это нужно так? И думаю, просто попросить прочитать, я бы и так посмотрела. Так, вот, для стрима. Что ж, мне не удалось мне убедить тебя на прошлом стриме, что видеть в кадре нам тебя необходимо во время чтения той фэнтезийной книги, которую мы так все полюбили. Попробую немного по-другому в этот раз склонить чашу весов. Последний у меня остался шанс. Пришел сегодня с предложением, как мотивацию поднять моим таки
скромном поощрении. Приходит в голову идея не впервой. Что если вознаградить доп. Труд твой? А что, все в плюсе, мы с суперским контентом, а ты с приятным комплиментом. Какой не выбрала для чтения формат, любой из них прослушать буду рад. То, как укладывают спать твои рассказы, может сравниться только с убаюкиванием мамы. Спасибо большое, Костя. Я понимаю, что ты про Гарри Поттера и чтение его по главам с собой в кадре, но пока, повторюсь, я не знаю. Это мило, это очень здорово, что вы хотите видеть меня, а также при чтении Гарри Поттера, это приятно. Вот. И я понимаю, что как бы эмоции и мимики нам больше передаются, но, повторюсь, не знаю. Если я буду записывать его с собой по главам, то, боюсь, это может, ну, если, предположим, я начну, да, там, предположим, в ближайшие месяцы записывать, если аудиоформат, это возможно будет все-таки записать и, может быть, выложить, ну, там, как где-нибудь в январе, да, ну, чтобы как книжка вышла, да, то если я буду по главам, такое чувство, что в текущей ситуации я буду их записывать очень долго. И начну выкладывать, соответственно, тогда очень не скоро, потому что выкладывать по главе в месяц не очень классно. Вот. Поэтому не знаю. Но я подумаю, как впихнуть невпихуемое, скажем так. Вот, потому что, ну, я думаю, вы сами видите, да, как бы количество людей, количество просмотров на моих видео. Вот. И с этим мне тоже, конечно, нужно сильно работать и тратить туда свою как можно больше энергии. Но в любом случае я буду думать над Гарри Поттером и как его подать. Спасибо большое за поддержку. Спасибо. Она в доту играла. У нас был когда-то, по-моему, один стрим по доте. У нас был закос, по-моему, на Лину. Но нет, я в доту толком не играла. Я играла в Ла-2. Ой, это Ла-2. Я играла в ЛОЛ, Лигу Легенд. Вот. Но стих прикольный. Ну, то есть, реально. Там прям читаешь и прям, ну, вы же слышали, прям рифма. Прикольно. Мехайкер сложно. Там очень жесткий отбор. Покажи котиков. Котиков нету. Они ушли гулять. В начале сегодняшнего стрима были котики. Специально 2 котика. Между прочим, 10 часов перевалило. Все. Официально Кеня больше 9 лет со мной вместе. Вот. Сан-Карабас, приятного аппетита тебе. Ненавижу эти видео, по-своему это называется просто развод. Какое видео? Best friend. Звучит отвратительно. Типа, о чем ты? Да, там было прям рифма, прикольно. Я тоже с тобой 9 лет вместе. Серьезно? То есть ты еще тот человек, который меня смотрит с 2015-го? Прикольно. Твой последний любимый сериал? Наверное, из последнего просмотренного я бы выделила дораму, которая гангстер стал старшеклассником. Не знаю, прикольно. Мне понравилось. Люблю главных героев, которые
типа решают проблемы, идут все равно как-то это, и такие честные, правильные, все в таком духе. Хотя вроде бы он гангстер, что априори не сочетается, но мне понравилось. Я 7 лет ее смотрю. Блин, я так представила, ну, если так подумать, да, все равно мы всех будем смотреть, кого мы многих смотрели, и коль живы будем и все в таком духе, то лет через 20 есть шанс, что мы будем приходить к каким-то авторам, надеюсь, и ко мне, и будем говорить: я его уже 30 лет смотрю. Это будет прикольно. Всем хай! Привет! Приветик, приветик! Привет! Привет, Иркутск! А тебе прям нравится СМР? Ну, когда я вот только начинала смотреть, я прям очень фанатела. Сейчас, ну, честно скажу, я довольно редко смотрю АСМР. То есть, наверное, за столько лет просмотра и за столько лет создания, то как бы немного притупляется в какой-то степени восприятие. Вот. А тогда, да, оно очень сильно прям торкало и расслабляло, и как-то прям вот это вот. Да и сейчас на самом деле вот изредка иногда включаю, и ты прям погружаешься в эту какую-то атмосферу расслабления, вот этого всего такого кайфа. Понял, не прокатил? Нет, рифмы шикарные, Костя, отлично. Ты молодец. По-моему, получилось прикольно. Не знаю, мне кажется, и чатик оценил, и я оценила, очень круто получилось. Потому что когда читаешь, и ну, большинство прям читается. Я не знаю, минус ли уши у вас, но минус сердечко у меня. Вот точно. Штативчик вот тут просто я держала за одну ножку, а у меня минус сердечко. Я забыла все, что я говорила. Все. Все. А можешь купить мухобойку на задний фон? Зачем? Зачем тебе мухобойчик, мухобойчик, мухобойчик? А, я хотела имя Костя. Костя, 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 Костя. Ну, мухобойку я не поняла, зачем. У меня твоя сигна до сих пор на аве Твича. Серьезно. Ты что не заметил? О, да. Night Skill, реально же. Смотрите, там еще такая старенькая какая-то. Ну там уже стул в этом, то есть это после 2019-го. Прикольно. Прикольненько. Очень приятно, на самом деле, когда такой смотришь, и опа-на, а меня кто-то на авку поставил. Я понимаю, что это уже не очень актуально, но прикольно.
Тимур, спасибо. Немезис. Больше сигн? Типа еще сделать сигнушку тебе? Давай. Сейчас найду твой никнейм, секундочку. Сейчас твой никнеймчик найду. Спасибо, ребят, спасибо. Так, нам нужно с вами найти Немезиса. Так, ты, наверное, был до розыгрыша, да, бесплатных сигн? Или позже? Ага, до был. Да, нашла. Я нашла. Такая с чулочками. Сигночка с чулочками. Если что, я всегда в шортиках, так что у меня всегда одеты шорты. Шортики на стриме — это обязательный момент. Хотя, по-моему, уже все стало проще. Но мне до сих пор как-то привычней шортиками. Компрессионные штаны. Ну, слушайте, еще пару десятков лет и будем переходить. Он прикольно звучит, нет? Тик. Сигна с котобургерами с 21 года. О! Подождите, это можно собраться с клубом старичков и рассуждать, у кого какие есть необычные сигны? Геля, давай поцелуйчики. Идем, давай. Давай я тебя поцелую. Куда мне тебя поцеловать? В носик? В лобик? В щечку? Или в ушко? О, я немножко полагала. Спи сладенько. Спи сладенько, сладенько. Яночка, 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 Яночка. Звук немножко отличается, когда просто и кисточку. Хорошо, сейчас возьму кисточку. У меня есть две кисточки. Смотри.
И такая тоненькая кисточка. Когда в Рутуб появишься, я выкладываю это на видео. Видео там выходит, ну, грубо говоря, получается, на Ютубе и ВКонтакте выходит в один день, на Дзене, Рутубе и платформе выходит где-то через 1-2 дня. Фоксик пришла. Сейчас я Фосеньку запущу. Секундочку. Фосенька. Иди сюда, малышка. Заходи. Давай заходи. Ну, кс-кс-кс-кс-кс. Но мне дверку надо закрыть. Там будет слышно компьютер, если я ставлю дверку. Ну, Васюсь. Пойдем. Тогда я закрываю дверку. Я вам принесла кота. Я вам принесла опять кота. Сегодня кошачий день. Боже, какие же у них глаза всегда огромные. Тихо, 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 мой цветочек. Ну, не, ну, не-не-не-не-не-не-не. Я грозный хищник. Мяу. Да не надо так. Вот сюда нельзя. Сейчас со стола я ее уберу. Потому что мы с тобой выключим клим. В общем, у меня дверь открыта и слышно вам компьютер. Ну, в целом, я думаю, мы сейчас с вами уже скоро будем заканчивать. Котовики уши. А чего живот выпрет? У нее еще он не зарос, у нее летом было УЗИ. И у Кенечки, и у Фоксика было плановое УЗИ, чтобы проверить, как у них все органы поживают. Пучеглазик. Ну, согласитесь, такие красивые глазки. Но я больше всего люблю, когда ее глазки, ну, вот полностью зрачок расширяется, и это так красиво выглядит. Сейчас стрим выключит лапа. Вот да. Если ее сюда посадить, она стрим выключит. Как ты относишься к растениям? Нормально? Даже могу заметить, у меня уже многие живут. Да, кстати, пальма после пересадки отлично. Вы не представляете, я ее как пересадила из этого маленького горшка, эту пальму, она прям раскинулась, прям так хорошо. В общем, да. Очень надеюсь, что она теперь у меня пойдет вверх, в рост, и будет хорошо себя чувствовать. Подлагивает. Мне, кстати, не показывает просадку кадров, но может быть. Вот. И что еще? Я тую посадила в горшке. В общем, у меня на участке рядом с забором, где ворота открываются, там туя выросла. От моей туи. Семечко попала, или от соседской, я не знаю. Вот, я ее выдрала оттуда. И она мне выдралась прям идеально со всей корневой системой. Мне стало ее жалко, и я ее посадила в горшок, пока она стоит дома. Вот, не знаю.
Потом ее, наверное, перенесу на улицу, и она когда-то потом вообще посажу ее, может быть, на улице в каком-то месте. Так сказать, дерево посадила. Дом, конечно, не построила. Осталось его всего лишь выкупить. Можно считать, что построила, да? Вот. И ту и посадить, и нам. Реально. Да так. А ты любишь тыкву? Нет. Я люблю тыкву визуально. Я люблю тыкву визуально. Я люблю тыкву визуально. Все. Нет, я не люблю есть тыкву. Не знаю. По крайней мере, я сколько пробовала, ну, как-то тыквенные каши, тыквенные вот эти все штучки. Мне не зашли. Но я, кстати, люблю тыквенные семечки. Тыквенные семечки вкусные, да. Пойду чай поставлю. Давай, приятного чаечка. Да, тыквенные семечки вообще вкусняшка. Ну, типа, реально очень вкусные. Вот, ну вот саму тыкву не знаю. Хотя, наверное, нужно опять попробовать. Все-таки с возрастом наши с вами вкусы меняются. Когда-то, например, я терпеть не могла петрушку и укроп. Теперь я обожаю петрушку и укроп. Вот. Так что, может быть, и тыкву полюблю. Кто знает. Привет, красавица. Приветик. Приветик. Ой, а у меня почему-то чат Твича перестал обновляться. Сейчас попробую обновить его. Меня почему-то выкинуло из чатика Твича. Ну, теперь есть. Там была осипка. Осипка. А меня в горшок посадишь? Не знаю. Ролик АСМР. Ты мое деревце или ты мое семечко, и я тебя сажаю в горшочек. Виды с первого кадра, как будто бы вы семечко или росточек. Ты переехала? Ну, я уже сколько, 3 года, да, здесь живу? 3 года, по-моему. Ну, в этом доме. Кошмар. Я ипотеку уже 3 года плачу. Я все еще жду код от сейфа. Тот самый код от сейфа. Так или иначе, под конец стрима речь заходит о еде. Ну, знаете, есть вещи, которые вот сколько лет у нас с вами прошло, а оно неизменно. А из-под стола выпустишь? Там сидим, там сидим. Классная будет тема, семечко. Ну, возможно, тема неплохая, но что-то, мне кажется, вряд ли это стрельнет. Хотя, если честно, ребят, вот серьезно, я сейчас смотрю на свои просмотры, и я вообще не знаю, что надо снять, чтобы оно стрельнуло, потому что кибертематика, ну, хотя вот он вроде донабрал. То есть, если так смотреть, то сейчас уже 172 тысячи, уже хоть какой-то такой на поднабор пошел. Школьный доктор, пока можно сказать, совсем не пошел. Вот. Ну, не знаю. Буду пробовать, смотреть, экспериментировать, конечно, по тематикам. Искать, что у меня стрельнет. Или не стрельнет. А я живу в Москве сейчас. Интересно, подлагивает вот на ютубе, это у вас подлагивает, или это у меня подлагивает именно вот эта вот трансляция, которая на ютубе идет? Планируешь путешествие? Хочу. Я думаю, практически большинство людей всегда мечтает путешествовать. Посиделки у костра. Нам нужно здесь такой костерочек с вами поставить. Хотя, смотрите, сколько свечек, нормально. И софитов полно. И мы с вами сидим такие, обсуждаем что-то.
Полезные свойства тыквенных семечек. Нормализация сна, предупреждение развития депрессии, всходит аминокислота и прочее, прочее, прочее. Ну. На разных языках СМР. Ну вот я как-то планировала снять, но что-то все пошло почему-то пошло. Ангелина, спасибо, ты моя знатворная. Первый раз на стриме, приятно видеть. Спасибо большое за поддержку. Единственное, анонимусные. Я немножко потерялась, кто есть какой аноним. Ну, то есть это аноним, который уже был сегодня, это аноним, который не был сегодня. Но в любом случае, анонимусный. Большое спасибо за поддержку и всего самого приятного. Ученик Шипокляк, ну не знаю, как человек, который тоже постоянно в стрессе и также порой в депрессиях или еще чем-то. Ну, не знаю, мне кажется, особенно последние года, да, есть много поводов для повышенных как раз таки стрессов и депрессий, к сожалению. Но так все равно давайте оставаться на позитиве. Пока мы с вами живы, все возможно. Как поживают кошечки? Отлично. Вон Фоксик. Блин, не знаю. Этот вертикальный ваш стрим сейчас. Вон, Фосенька. Кресло не хочет двигаться. Смотрите. Ой, няня. Там такая сидит Вовочка. Вовочка. Андрей, ну так, пушап. Здравствуйте, великий и могучий. Стрим или видео на чистке двора будет? Не знаю. Ну, какие-то кадры были, я же показывала, когда огород и прочее. А так, если ты имеешь в виду прям что-то полноценное, то не знаю. Там довольно шумно. Дорога недалеко и прочее, так что... Там неприятные звуки птичек. Нет, птичек тоже хватает, но я имею в виду, что неприятные звуки леса, а звуки машин и всего такого. Я еду в поезде. Диего, приятной поездки. Следующее видео, скорее всего, будет триггерным. Посмотрим, что у нас будет с вами по триггерному в плане заходимости и просмотров. Так что 2 ролевые вот были, да, у вас. Даже можно сказать чуть больше. Вот, и вот попробовать посмотреть, как будет с триггерным. Ну, какое место получится в рейтинге. Привет, знаете, Леша, превратить, так сказать, каюсь. Можешь, пожалуйста, превратить Дашу в тыкву? Ну... Дашу в тыкву? Мне кажется, нужно Дашу превратить в принцессу. Олежка, спасибо большое за поддержку. И спасибо, что ты сошел на стрим, мне очень приятно. А Даша... Дашенька, ты, конечно, прости. Ну надо. Олежка просит. Бибели, крафти, тыщ. Смотрите, что это? Это Даша. Дашенька, привет. Даша. Она теперь тыковка. И я ее могу темнуть. Ну, давайте все-таки Дашу превратим обратно. Все. А теперь где у нас принцесса? У тебя стресс?
стримы по графику или как? Ну, сейчас я пока пытаюсь придерживаться, что типа в субботу. В субботу. Вот. Фося, не надо. Тихо. Бадди Коур, он же вроде того помрет, да? Пинка превратилась. Дям, превратилась. Спасибо. Звуки ручья. Я не хотела акцентировать на этом моменте, но да, котик пописал. А вы что, не писаете, да? Вы типа не издаете звуки ручейка? Котик тоже издает. Спасибо, Альберта. У меня еще 3 сейфа, я могу сказать коды от них. Викториус, мне кажется, моя женщина-кошка знает, кому выдвинуться. 3 сейфа, у него 3 сейфа. Ну, зачем человеку 3 сейфа? Однозначно к одному из них есть что-то интересненькое. Рентуик, не говори так про мою маленькую девочку. Она маленькая принцесса. Ну, как там, бабочками. Не, на самом деле, это просто туалетик, который закрытый, и там такие стеночки, если она близко к ним встанет, то там будет такой звук. Александр Аксагов, приветик! В общем, план такой. Следующий стрим у нас с вами опять тестовый. Мы попробуем провести его с вами в режиме обычного видео на YouTube. Посмотрим, что у нас с вами из этого получится. И, собственно, посмотрим, будет ли вылет. Я переустановлю OBS-ку, удалю временно вот эти все плагинчики. Вот, и посмотрим, что будет. Вот. И да, получается, ну, если все хорошо, там без каких-то нонсенсов и прочего, то у нас в следующую субботу с вами стримчик. Для кошечки еще пару сейфов найду. Все. Иду переодеваться в женщину-кошку, и будем сейчас грабить вас. Ну да, я думаю, это самый оптимальный вариант. Сначала попробовать так, а потом уже от этого отталкиваться. Ну, типа... Нет, мы сейчас с вами идем спать. Ну, я, по крайней мере, точно пойду спать. Сделаю себе, правда, чаю. Есть настроение, если честно, съесть шоколадку. Хотя на ночь явно не стоит. Но сегодня как-то вот вылет, он что-то, не знаю, как-то сегодня... Я думала, его не будет, честное слово. Вот. Поэтому хочется съесть какую-то шоколадку и выпить чашечку чая. Не видела, что выше можно вписать от кого. Да, там можно указать ник и исправляюсь. Миша. Всем бомбра. Всем привет от Миши. Всех обнимает, интересных снов желает. Ангелина, спасибо. Пусть тебе всем будет хорошо, комп живет. Спасибо. Ну, я надеюсь, что с ним все в порядке, что это, скорее всего, все-таки или просто нужно винду переустановить, или вот с этим вот вертикальным что-то там не коннектится, ну, не знаю. В общем, что-то переустановить надо, и все будет замечательно. Потому что, мне кажется, если бы все-таки он подыхал, ну, именно сам комп, то, очевидно, у меня было бы больше проблем при рендеринге, при монтаже. То есть, ну, блин, ну да, программа вылетает
давайте честно, все программы всегда вылетают, но я не помню момент, когда было такое, что ты там напихал 155 слоев, а у тебя хоть раз не вылетит программа. Вот, это такой момент. А так-то вроде все работает, все замечательно. Зачем ты делаешь вертикальный стрим на ютубе? Некоторые рекомендовали попробовать сделать вертикальный стрим для того, чтобы с ним попадать, как я понимаю, в эту ленту шортсов, и типа у него есть шанс чуть большего количества просмотров, чем у горизонтального стрима. Ну, вот мы с вами провели 2 стрима вертикальных, даже пусть с вылетами. Уже есть, да, какое-то у нас с вами понятие по зрителям. Попробуем с вами провести горизонтальный, как у нас было раньше, и тоже сравним, так сказать, количество зрителей. Как ощущение, ну, если честно, я не очень поняла. С одной стороны, если вот, знаешь, говорить просто по ощущениям по людям, сегодня я бы сказала мало, на прошлом зрителей было больше, прям, хорошо больше. Вот. То на прошлом было очень много тех, кто, очевидно, прям вот, в первый раз зашли, и прям, очевидно, кому-то предлагалось, кто еще не знает меня. Вот сегодня, мне кажется, таких людей очень мало. Но сегодня, если и в целом смотреть, что на Твиче, что на Ютубе, грубо говоря, сколько у нас держится с вами, где-то 600-700, да? А, по-моему, прошлый стрим сколько было? Где-то было, то есть по 1000, суммарно где-то 1200-1500, по-моему, было. Ну, если суммарно округлить, YouTube плюс Twitch. Вот, поэтому, не знаю, сложно сравнить из-за того, что эти 2 стрима, очевидно, прям очень сильно разнятся по количеству просмотров. Ну, с телефона, да, мне тоже кажется, что с телефона, с одной стороны, вертикально, конечно, удобнее смотреть. Шорты в планах делать, выкладывать, снимать, делать. Тоже, чтобы, может быть, хоть какая-то будет возможность поднять канал. Ну, типа, основные видео, шорты, стримы и, может быть, мой каналчик на ютубе такой выплывет хоть немножко. Народ не влияет как шорт, видно на что именно как шорт определяет стрим. А что он делал, чтобы он именно как шорт определялся? Ностальгию словила. Я очень рада, что ты попала. Спроси, пожалуйста, Михакер. Будет очень интересно, что он конкретно сделал, чтобы это, может, я что-то не догоняю еще в текущий момент и не понимаю, как лучше сделать. Я очки ношу, чтобы видеть тебя. Чтобы лучше тебя видеть, солнышко. Ладненько. Небула. Да не, будем болтыхаться. Причем именно в моем случае, даже если взять вообще, все катаклизмы, да, всего происходящего и прочего, то в моем случае я еще и сама имею большую-большую вину тем, что неважно, какие проблемы там у меня или еще что-то, по сути же было меньше видео, а алгоритмы это не любят. Вот. Поэтому теперь придется замаливать, задабривать и надеяться, что алгоритмы меня простят. Кошмар. Мы зависим от алгоритмов. Вот он, мир. Чем зависит? Слушайте, если кто разбирается лучше вот в этих вот вертикальных стримах и в том, как оно куда-то там залетает, не залетает и как это все происходит, то с радостью послушаю ваши мысли, пишите, там, не знаю, ВКонтакте, в Телеграме, где-то в комментарии. Вот. Так что пока я просто, скажем так, пальцем в небо тыкаю и смотрю, что меняется, что не меняется. Вот.
Ну, кстати, да, как Михакер и заметил, все относительно. Может казаться, что все плохо, но всегда бывает еще хуже. Так что давайте наслаждаться каждым нашим днем, каждым нашим мгновением. Всем, несмотря ни на что, несмотря на какие-то сложности, которые есть у каждого из вас наверняка. Вот. Давайте радоваться, жить и стремиться к лучшему. Потому что... А как иначе? Просто шорты... Ну, шорты снимать это одно. Шорты. Берешь такой шорты, снимаешь на ролики и получаешь бан. Так. Ведь на самом деле так, знаете, когда расселся, сидишь, говоришь, и просто сидишь, и хорошо. А как я и сказала, очки я ношу, чтобы лучше тебя видеть, потому что у меня минусовое зрение. Если я уберу очки, то, к сожалению, я не вижу вас. Ну, как я вижу белое пятно чата раз, белое пятно чата два, то есть, ну, какие-то цвета-то эти все я еще вижу, но именно вот прочитать текст, чтобы мне прочитать текст, у меня сейчас монитор на расстоянии вытянутой руки, да, и чтобы мне видеть, мне нужно вот на таком расстоянии приткнуться к монитору. Вот. Знаете, немного буковки не вижу. Yep. Я еще чай пью. Приятненького чаепития. Сколько зрения? Очки минус 2,5, но если честно, по ощущениям, что уже минус 3. Да. Линзы я не могу воткнуть в глаза. А мне на расстоянии вытянутой руки без очков просто буквы смазываются. Ну, нет, ну я их вообще как не вижу. Ну, если, конечно, у меня будет большая жирнющая буква. Я помню, у меня одно время, ну, когда зрение начало падать и прочее, то есть я начала очки в жизни носить, и я еще тогда стримила, я постепенно еще сначала чат увеличивала, ну, шрифт, да, чтобы он был покрупнее и, соответственно, можно было читать. Но если сейчас увеличивать до той крупноты, чтобы мне это было комфортно читать без очков, ну, такое себе. Плюс я в ОБСе даже не вижу себя толком, не вижу, что там включилась трансляция, не включилась, идет там, не идет стрим. То есть, такое. Как ты портишь зрение? Не знаю, мне кажется, это просто у кого-то зрение лучше, у кого-то хуже. Ну и плюс мы живем в век телефонов, компьютеров. Наверное, все-таки они правда влияют и ухудшают зрение. Может быть, нет. Не знаю. Вот, ну и еще все равно у кого-то лучше, у кого-то хуже. Моей двоюродной сестры минус 7. Ужас. А у меня минус 10. Честно сказать, я не представляю, если я вот, знаете, так снимаю очки, и оно уже такое все расплывчатое, да, я боюсь представить, что у людей, у кого минус 7, минус 10, мне кажется, там, ну, типа, ты снимаешь очки и вообще ничего не видишь. Типа, вообще ничего нет. Просто пятно. Ну, по ощущениям, кажется, как-то так. Больше лайков, потому что люди выходят, заходят, а у нас еще было пол лайкотрона, что нужно было набрать. Поэтому и так. Ну, или кто-то что-то сделал, я не знаю, но это не я. Да, я, кстати, слышала, что с 15 октября шорты станут до 3 минут. Но там нужно не то, что много, там же нужно их снимать еще желательно так, чтобы они стрельнули. Если просто выкладывать всю
в шорты не факт, что это стрельнет, особенно в СМР-сегменте. Так что это, ну а чтобы их снимать, их нужно снимать. Потому что, ну вот сколько я пока снимала шортсов, как и те, которые я не выложила, которых вы даже не знаете, и те, которые все равно я там как-то пыталась посмотреть, делала их немножко по-разному, но все равно это тоже время. Так что снимать буду, но дайте мне больше времени в сутках, пожалуйста. Больше. Ну, на СМР-канале все равно нужно вокруг СМР-тематики крутиться. Так что... Хотя, честно сказать, прикольно было бы снимать и другие тематики, вернуться. Но пока я точно такое не потяну. Best friend. Нет, я такой не планирую особо добавлять. Мне удобно, в принципе, через донат алерт. Как-то, не знаю. А на номер... Это нужно тогда кого-то искать, кто на себя что-то оформит, кому ты будешь доверять и все в таком духе, то есть... Не знаю. А иначе там же слишком много личной информации. Геля, здравствуй, только отпустили к тебе на стрим. Ананась, привет! А если волосы ты не будешь подстригать, то как думаешь, до пола дорастут? Я думаю, нет. Почему думаю, нет? Ну, сейчас покуда они у меня где-то по талию, да, наверное. Вот. Они когда дорастают, что попу, да, уже немножко прикрывают, а на кончиках становится такая прям солома соломистая и очень-очень-очень-очень очень редкие. Ну, то есть они прям видно, что их там мало, редко. И такие все сичуаны, все в таком духе. Поэтому мне кажется, что если я их продержу дольше, чем ниже попы, то там прям совсем что-то какая-то будет солома, а не волосы. Вот. Понятно, что, конечно, по-хорошему это надо просто хорошо ухаживать, правильно питаться, правильно витамины под волосы подбирать, правильно ухаживать за всем этим, правильно расчесываться и все в таком духе, и, возможно, тогда можно будет отрастить длиннее и более такие прям густые и здоровые. Но я немножко лентяй так сильно заниматься волосами, если честно. Михакер, ну, нет, на самом деле мало. Мне кажется, это потому, что я ее, в принципе, и не делала, поэтому я нигде как-то и не свечусь. Хотя, опять же, многие мне рекомендуют начать делать рекламу и перебороть свой страх, свое некомфортство по поводу рекламы. Ну, не знаю. Наверное, нужно будет перебороть, но опять же, на текущий момент, пока я только начала более-менее пытаться как-то понять свою цифру, надо сначала ее как-то укрепить, понять, а потом уже думать. Вот. Нет, неловко сказать. Подписывайтесь на Бусти. Внутри просто, знаете, сердечко такое. А ты реклама. Хотя нужно бороться себя. Все делают рекламу и ничего такого. И все рекламируют свой Бусти, кроме меня. Котят не слышно. Да, походу. Ну, вот Фоксик я вижу, вон в двери. В двери лежит. Там дверь открыта. Поэтому. И Дарк такой кидает Бусти. Отлично. Я себя не могу рекламировать, модераторы могут. Я, кстати, видела рекламу на СМР-ролике, крем рекламировали. Да, СМР используют часто даже, ну, вспомните, Кока-Кола была, и Икея была, и прочее. Все с СМР брали как такой концепт. Это прикольно.
Александра Ларионова, спасибо. Что такое? Дядяк, иди ко мне сюда. Иди ко мне сюда. Пофиг, сейчас будем выключать. Иди стрим выключать. Иди сюда. Сейчас придет кот. Смотрите. Сейчас будет минус уши, когда она прыгнет аккуратно. А нет, слушайте, она прям идеально тихо прыгнула. Ты моя зайка. Ты моя умничка, вот хвостик мой. Хвостик. Иди ко мне сюда. Иди ко мне сюда. Иди ко мне сюда. Возможно, если я так посижу, не обращая на нее внимания, вы увидите, как она меня бодает и лапкой по лицу может так вот. Тик-тик-тик. Игровые стримы уже 7 лет обещаешь? Ну, здрасте, приехали. 7 лет назад игровые стримы были. Мы услышим пурчание. Да, пурк-пурк. Ты моя сокровище. Кто мамина сокровище? Кто моя золотце? Такая булочка у меня. Обрезьте, солнышко. Сейчас я постараюсь не обращать на нее внимания. И хочу, чтобы она лапкой меня потрогала. Но обычно это выглядит так. Надо ждать. Она меня гипнотизирует. Нельзя поддаваться на ее глазки.
ты моя прелесть, ой, ты моя зайка. Ладно, не буду лапку ее заставлять делать. Не будете ляпку нас заставлять делать. Но вообще это очень мило, она вот так же тоже подходит, садится вот тут, и потом так... Иди так мимись, мое сокровище. Смотрите, правда, шерсть летает. Где моя девочка? Где моя девочка? Кошачий дождь. Туру-ту-ту. Там-там-там-там. Кошачий дождь. Пур-пура, пур-пур-пур-пур. Давай, ложись спать. Я тоже ложусь спать. Фоксик девочка? Да, она девочка. У меня 2 кошки, они девочки. У меня 2 девочки. 2 мои принцессы. Просто Фоксик... У нее есть мальчиковские повадки. Но вообще она девочка. Ты моя нежнюлечка. Ты моя нежнюлечка, крохотулечка. Тимур Кланных, спасибо. Спасибо, я очень рада, что тебе нравятся мои АСМРки. Я думал, что Фокси с писькой. Не, ну, вообще скажу, остальные яйца у нее есть, да. Но она девочка. А еще она обожает, когда я целую ее ушки. Ну, то есть, знаете, вот это вот, то, что я вам делаю там по ушкам и бла-бла-бла. У меня кошечка обожает, когда я целую ее ушки. Так что да, она шарит в звуках рта. Дел? Такая милашка моя. Она правда обожает, прям когда я тебя отёмываю ушки, когда я массажирую ушки, когда я целую ушки, прям кайф. Честно сказать, вообще я не думала, что она будет настолько ласковой в итоге. Потому что вначале, когда Фосечка у меня появилась, ну, она не сидела на руках, она никак, ну, то есть на контакт особо не шла. Вот гладить ее, там еще что-то, ну, такое, так себе. Я думаю, вы все сами помните. Но последние вот года это просто такая нежнюлька, такая муська. Что мы обожакаем, когда мы приходим, садимся, чтобы нас целовали, чтобы нас катили. Ой, везде вот так вот. Да? Не целуй, может быть, кошачье бешенство. Она каждый год прививается. Каждый год ей делают прививочки. И вообще домашних котов, мне кажется, которые прививаются, это типа такое. Ничего не знаю. А котики спят с тобой? Кенечка спит часто на подушке. Она полночи спит на подушке, полночи она спит рядом на комоде, и под утро она уходит на окно. А Фокси, она спит здесь, ну, потому что на самом деле ее Кеня просто не пускает в кровать. Вот, если Кени в кровати нету, Фокси может прийти на кровать и спать на кровати. Вот, ну, просто на кровати, на подушке она не спит.
поэтому она спит преимущественно вот здесь, на моем, то есть спальня у меня вон там, вот. А Фосенька спит на моем вот этом стуле, на котором я сижу, и на комплексе, вот сейчас она полюбила на нем спать, который у них недавно появился. Вот, так что... Если кошка домашняя, зачем прививать? Ну, желательно все равно прививать. Там, что у нас трикет делается и ребиус, бешенство. Все равно, потому что все равно можно какие-то болячки принести, еще что-то на обувь, еще что-то. Как-то. Они, если вначале я их выпускала гулять под присмотром, на шлейках, сейчас они только у меня выходят иногда на все. Вот, выходит иногда на балкон под присмотром. Вот, но все равно вдруг где-то что-то как-то, поэтому надо, чтобы были, не знаю. Я как-то привыкла, что я их прививаю. У меня как Кенечка появилась, я узнала, что их надо прививать. Мой первый кот в взрослой жизни, так сказать. И, не знаю, постоянно, каждый год делаю прививки. Ну что, конечно, лапкой мы сегодня с вами не увидели, но, может быть, на следующем стриме Фосенька порадует нас своими... Вот. Так что посмотрим. А сегодня я предлагаю тогда ложиться спать, потому что даже Фокси пошла, очевидно, спать. Вот, я пойду пить чай, есть шоколадку. И хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто пришел на стрим. Огромное спасибо тем, кто, несмотря на вот эти вот мои какие-то, очевидно, проблемы, да, с компьютером, приходит, когда я опять запускаю стрим. Мне очень приятно. И большое спасибо всем тем, кто поддержал меня. Мне очень-очень приятненько. Спасибо большое за вашу щедрость, доброту. Спасибо. И тем, кто подписывается на Бусти. На Бусти. Я не стесняюсь рекламироваться в Бусти. Да. Будем переучиваться и становиться этими взрослыми. Спокойной ночи, Константин, спокойной ночи. Костечка, спасибо большое за поддержку и за все. Мне очень понравилось, как было написано. Серьезно. Вот. Надеюсь, вы смогли со мной немножечко провести свое время, возможно, как-то отвлечься. Вот. И надеюсь, вам было хоть чуть-чуть лампово и приятненько. Я бы не сказала, что сегодня был супер АСМРный, именно стрим как АСМРный. Мне кажется, у нас сегодня прям супер болтологический стрим был. Вот. Но, тем не менее, надеюсь, что вам было просто приятно на фоне меня, может, там послушать или немножко пообщаться. Вот, мне было очень приятно. Всех вас целую, всех вас обнимаю. Встретимся в Телеграме через пару минут с постом, где я вам желаю добрых снов. Вот. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Всех целую и всех обнимаю.